Привет! Меня зовут Настя, и сейчас вы на моем YouTube-канале Let's Nail Moscow. В сегодняшнем видео я решила показать, как я крашу свои волосы сама дома. Если вы следите за мной здесь на YouTube или какое-то время подписаны на меня в Instagram, вы знаете, как я люблю цветные волосы. Я уже успела побывать зеленой, сиреневой, розовой, и сегодня я стану какой-то такой. Это на самом деле пастельная краска, и цвет должен получиться чем-то средним между пастельно-розовым и пастельно-сиреневым. Посмотрим, что получится, я готова ко всему. В начале видео я бы хотела рассказать о самых базовых вещах, которые нужно держать в уме, когда вы собираетесь покрасить волосы в веселенький цветной цвет. Во-первых, большинство красок ложатся именно на обесцвеченные волосы, либо, если вам повезло, и вы по природе натуральный блондин. Некоторые цвета лягут и на более темные волосы, например, на русые волосы, на светлый шатен. Открывайте поисковик, пишите название марки, название оттенка, и затем добавляете слово unbleached, то есть неосветленные. И смотрите результаты окрашивания этой краски на неосветленных волосах. Я страшно извиняюсь, но сегодня соседи сверху решили провести ремонт. Поэтому потерпим. Если вы впервые пользуетесь каким-то косметическим продуктом, краски для волос в том числе, возьмите капельку этой краски и поставьте точку на внутреннем сгибе локтя. Это самый простой и самый быстрый тест на аллергию, чтобы потом не получилось неприятного сюрприза, когда вы наносите краску на волосы и чувствуете, что голову печет, она раздражается, все чешется, кожа краснеет и так далее. Если все ок, через 10-15 минут не будет никакой реакции, значит, краской пользоваться можно. Краски, которыми пользуюсь я, это краски марки Manic Panic, а ложатся лучше всего на чистые сухие волосы, соответственно, подготовьтесь заранее. Для окрашивания вам может понадобиться несколько вещей, о которых я вам сейчас расскажу. Во-первых, очень вероятно, что вы все вокруг заляпаете, поэтому нужно защищаться. Я беру старую, ненужную себе футболку, которую я сейчас надену, и если краска на нее и попадет, мне ее будет не жалко выбросить. Второе. Зная себя, краска, скорее всего, окажется везде вокруг меня. Поэтому я беру плед, который мне не очень жалко, и стелю его на белый ковролин, который мне жалко больше, тем самым защищая белый ковролин от краски для волос. Поскольку краска – это красящее вещество, ваши руки, которыми вы будете все делать, скорее всего, тоже запачкаются. Поэтому я всегда советую использовать одноразовые резиновые перчатки. Поскольку после нанесения краски нужно выждать примерно полчаса, час, я обычно сижу по 2 часа, я стараюсь защитить волосы и все окружающее пространство от волос. Я обязательно надеваю одноразовую шапочку для душа. В магазине, в интернете, на рынке всегда можно найти очень недорогие наборчики для окрашивания волос. Но, откровенно говоря, кисточками я практически никогда не пользуюсь и наношу краску прямо руками. Мисочкой я все-таки пользуюсь, потому что горлышко у нее шире, чем у банки, и в нее просто проще залезать руками. Это были самые базовые, самые основные вещи, о которых я хотела вам рассказать. Ну а теперь можно переходить к самому интересному, то есть к окрашиванию волос. Ну что, я нанесла краску на все волосы, теперь оставлю их в покое примерно часа на полтора. Но мне так спокойнее, на самом деле можно держать краску от получаса до 2 часов.
Пока волосы у меня красятся, я добавлю несколько советов, которые пришли мне в голову по ходу окрашивания. Во-первых, обязательно переоденьте ваши любимые джинсы на старые ненужные штаны, потому что на моих джинсах уже 2 больших кляксы. Но я, в принципе, этого ожидала. Во-вторых, если вы хотите получить в результате пастельный цвет волос, но нигде не можете найти краску такого оттенка, купите краску более темную и смешайте ее 1 к 1 с самым дешевым кондиционером или бальзамом для волос. У вас получится тот же самый эффект, но намного дешевле, плюс краски станет в 2 раза больше. Заранее подумайте о том, сколько краски вам понадобится для окрашивания вашей длины волос с вашей густотой волос. У меня очень густые волосы и длина чуть ниже плеч. Обычно у меня на окрашивание всей головы уходит примерно 2 баночки, не больше. И очень важно, когда вы прорабатываете волосы, когда вы наносите краску, обращайте внимание на то, чтобы нигде не оставалось сухих волос и неокрашенных волос, потому что потом, когда вы смоете краску, будет неприятно найти среди розовой шевелюры 2-3 блондинистых волосинки. Перчатки можно снять и надеваем шапочку для душа. И в таком прекрасном виде я проведу ближайшие 1,5-2 часа своего времени. Ну что, я просидела с краской примерно часа 1,5, ну больше часа точно. Смыла краску с головы прохладной водой и сейчас вот просушиваю волосы. Показать? Сейчас я просушу волосы получше полотенцем, затем подсушу феном и посмотрим на конечный результат. Ну что, моя сахарная вата готова? Я в восторге от результата, мне очень нравится цвет, мне очень нравится то, что все прядки могут слегка отличаться, какие-то светлее, какие-то более насыщенные. Мои волосы все-таки были изначально осветлены, поэтому вы видите, что на светлых частях цвет взялся, а на корешках, видите, остался мой родной, то есть на более темный оттенок пастель, конечно, не ляжет. Если у вас остались какие-то вопросы, ответы на которые вы не услышали в этом видео, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы в комментариях, и я постараюсь на все их ответить. Я супер счастлива, супер довольна, меня очень радует то, что у меня получилось на голове, и я побегу пока заниматься своими делами и делать миллиард фотографий в Инстаграм. Как обычно, целую вас и обнимаю, увидимся в моих новых видео. Пока!